Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить про то, что, мне кажется, настает момент, когда мужчинам нужно уже понять, что нужно прекращать питать вот это женское раздутое эго сейчас, прекращать лайкать женщин в соцсетях, на сайте знакомств. Сегодня про сайт знакомств тоже поговорю, скажу, как оно работает на самом деле, почему там практически невозможно познакомиться, как вот этот вот зашкаливающий сейчас самооценку женщин мужчины сами поднимают. Запросы какие сейчас, чтобы на Майбахе красавчик накачанный приехал и на Карибы ее с собой утащил. Ну вот да, надо это снижать, конечно. В общем, сегодня будет вот такая тема. В современном обществе дискриминируются мужчины. Делается это специально. Мужчины уже кто-то в курсе, кто-то пока еще не очень, не на пути к этой информации, имейте в виду. И вот взять Голливуд, даже вот последний случай, который происходит сейчас с певцом, когда человек был на вершине, и сейчас история там навешивается на него, да, чтобы как раз-таки все это дело дискриминировать. И таких историй много, они похожие, они периодически возникают, как грибы после дождя. Это достаточно такое показательное настроение сейчас, которое происходит в обществе. Ну, конечно, в первую очередь нужно перестать лайкать, нажимать на эту кнопку. С одной стороны, лайк — это как некое приветствие, да, или как просто как симпатия, выражение того, что тебе что-то понравилось. Может быть, в этом не было бы ничего плохого, если бы все это не превратилось в то, что женщины с помощью этих лайков понимают, что они востребованы, интерес растет, и поэтому у них раздувается это эго, которое позволяет им выбирать. Вот как происходит на сайте знакомств. Мужчины делали такие эксперименты, когда они ставили женскую фотографию и сразу же получали от этого много просмотров. Да? Женщины вот таким вниманием просто пользуются. Сколько случаев, когда мужчины лайкают эти анкеты, когда готовы встретиться с женщиной, вроде она только начинает общение, и мужчине кажется, что вот он, как бы интерес пошел, да, что это все, ну это вот как казино, легкое такое вот внимание, да, или как это лотерея, когда ты покупаешь билет, вроде как что-то ты там можешь 200 рублей выиграть, да, хотя билет столько же в принципе и стоит. И тебе кажется, что вот эта надежда, что раз я выиграл, сейчас я еще выиграю, да. На сайте знакомств еще вот эта вот история с новизной, да, постоянно новые анкеты, они подлетают, и тоже у мужчины такой выбор, казалось бы. Но этот выбор на самом деле такой мнимый. То есть женщина может написать, и заметили многие женщины, что непонятно, она написала и пропала. Но это делается системой, это делается специально, чтобы вы продолжали поиск. Контактов там много, а до реальных людей это по сути своей практически не доходит. Собственно, сайт знакомств работает, сайт знакомств не заинтересован в том, чтобы вы быстро познакомились и закрыли свою анкету. По итогу сайта знакомств просто убитая самооценка мужчин, которых не лайкают, как женщин, которым он пишет, ему постоянно никто не отвечает, завышенная самооценка женщин. И нужна ли вообще нормальному мужчине женщина, которая выставляет там свой ценник, ищет мужчину, кто за вечер заплатит больше. Здесь такой должен быть звук, быть такой тын, такой звонкий, именно когда вот этот счетчик денег, да. Вообще вот так истории послушать, на что идут мужчины. Они могут ехать, куда им там женщина скажет, да, какое-то, на это место встречи летит, женщина в итоге пропадает, он там может проехать какое-то время, расстояние. Как вот так вот, это ж какое отчаянное состояние должно быть со всеми знакомствами. Это как выражение есть: Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Вот с этой самооценкой, с лайками. Это обычно в унижительном значении, когда
человек предоставил какую-то услугу, и он больше не нужен. Вот так вот женщины пользуются, можно сказать, вот этой услугой, лайками. Ведь без всех этих лайков это вот как артиста без зрителя. Да, зрителей не будет, и концертов никаких не будет. И кто вообще из нормальных мужчин хочет быть женщиной, у которой раздуто эго? Давайте вспомним вообще вот из жизни. Может быть, на работе встречались такие люди, когда ты смотришь и понимаешь, вот с чего вдруг он себя тут пупом земли провозгласил. Человеком не хочется встречаться в жизни. Еще остались, такие наивные, да, ребята, которые еще могут во всю эту такую историю принцессы, которую они найдут с ее любовью. Но ситуация сейчас совершенно другая. Как это, если ты не следишь за новостями, то новости будут следить за тобой. Более непонятная ситуация для меня, когда женщина, имея мужчину рядом с собой, выставляет там ракурсы такие, достаточно, да, такие игривые, скажем так, тоже для показа себя. И я не понимаю, как мужчина вообще все это пропускает, и тоже другие мужчины тоже все это лайкают. Я вот против такого. Там начинаются проблемы. В этой паре может начаться проблема, когда женщина видит вот это вот нереальное внимание. Я не говорю, чтобы внимания вообще не было к женщинам. Конечно же, нет. Но, понимаете, если бы оно было адекватное, то это другое. Не в сети, но в идеале-то, конечно, чтобы мужчина вот как не как рыбак на сайте знакомств, да, вот постоянно сидел и искал вот эту вот рыбку, которая поймается в сети, а все-таки занимался своим делом, наполнял свою жизнь. И есть женщина, хорошо, нет женщины, от этого его жизнь не изменится, от этого он сам не изменится. Просто уважающий мужчина себя ценит и будет тратить время на тех, кто ценит его. Мужчине оставаться беззащитным в этом жестоком мире, да, это плохая стратегия. Я так, конечно, утрирую, но стратегия действительно не очень. Нужно быть вооруженным до зубов, да, нужно понимать, в чем вообще дело. Я объясню женскую психологию. Это, к примеру, на лайках, да, или, к примеру, просто на внимании. Вот возьмем, например, на работе 10 мужчин, которые заинтересованы в женщине одной. И 9 из них, они очень активно уделяют ей внимание, не знаю, там, если говорить эти лайки, да, как-то выражают симпатию, а один из них нет. Один занимается собой, так вот, не обращает особо внимания на эту женщину. И, вы знаете, много женщин заинтересуются вот конкретно этим мужчиной. Это что это? Он такой, не такой, как все? Этот мужчина, он будет интересен тем, что у него какие-то есть свои дела поважнее, и так далее, да, то есть вот на таком примере. Игнорирование еще поможет женщин. Я против, конечно, таких вот специальных манипуляций, но, знаете, вот я приведу один пример. Я летела в самолете как-то, это был очень долгий полет, около 9 часов, и там была женщина, не в себе. Все-таки надо отметить, что раздутое эго и высокая самооценка, она, конечно же, не относится к какому-то прям психическому такому заболеванию, да? Но тем не менее это ненормально для нормального человека. То есть у человека нормального должна быть самооценка такая средняя, да? Не завышенная и не заниженная. И вот эта женщина, она, конечно, была не в себе и к пассажирам приставала. Что ей нужно было? Ей нужно было внимание. И когда ей делали предупреждение, она не слышала. Когда уже там изрядно пассажиры, в том числе и я, потому что это все около меня находилось, просто надоело в течение 3 часов все ее выступления, люди просто перестали давать ей вот это внимание, просто стали ее игнорировать. И что вы думаете, через какое-то время она утихла и, собственно, села на свое место, так она бегала по салону.
Вот наглядный пример того, что когда ты не даешь внимания, тогда человек успокаивается. Знаете, как мой любимый писатель Федор Достоевский говорил, она своим молчанием такого наговорила. Очень простая схема. Мужчины прекращают лайкать, много внимания уделять женщинам. Женщины от этого снижают до нормальной свою самооценку. Да? Здесь, конечно, бы исключить каких-то коучей, которые тоже на все это настраивают женщин. Ну и после этого уже можно говорить о нормальных отношениях. Здесь нужно, как у Д'Артаньяна, один за всех и все за одного. Но я ни в коем случае не настраиваю, конечно же, против женщин, мужчин. Просто я бы хотела, чтобы мужчины разделяли женщину адекватную, с которой можно начинать отношения, и с той, которой этого делать не стоит. Поэтому надо понимать, что мужчина здесь не один, это не только у него такое. Таких мужчин очень много, не только, кстати, в нашей стране, но и вообще просто по миру. Так что вот какое-то должно быть противодействие на все это. Всем спасибо большое за внимание и увидимся уже на следующей неделе. Я всем желаю хороших выходных. До новых встреч. Пока.